Всем привет, меня зовут Лев Соколовский. В прошлом видео я рассказывал об основных горячих клавишах, которые уже есть в Cubase изначально, а в этом видео я хочу рассказать о некоторых полезных командах, на которые изначально не назначены горячие клавиши, но их стоит назначить самому, чтобы сделать свою работу продуктивнее. Для начала я немного расскажу о том, как в принципе назначаются горячие клавиши в Cubase. Для этого заходим в меню Edit, выбираем K-Commands, и в этом окне мы видим все доступные команды, на которые можно назначить горячие клавиши. Здесь можно воспользоваться поиском. Например, введем split. И нажимая на лупу, мы находим все команды, которые содержат это слово. Если мы хотим назначить какую-то клавишу на эту команду, мы нажимаем в это окошко и кликаем на клавиатуре на ту клавишу, которую мы хотим назначить. Например, я кликнул L, и здесь Cubase меня предупреждает, что эта клавиша уже назначена на другую команду. Если я все равно хочу ее назначить, то нажимаю кнопку Assign. Если нет, то выбираю какую-то другую незанятую клавишу или комбинацию клавиш. Также после того, как вы произвели здесь какие-то изменения, вы можете сохранить это как пресет. И нажимаем ОК. Итак, первая команда, о которой я хочу сказать, называется Crop. Она позволяет удалить все, кроме какой-то выделенной нами области. К примеру, я хочу, чтобы в этом вокальном треке у меня осталась только вот эта часть, а все остальное удалилось. Для этого я выделяю эту часть, захожу в меню Edit, Range и выбираю Crop. У меня на эту команду назначено сочетание клавиш Shift плюс C. Вы можете назначить, какое удобно вам. Кликаю. И все, кроме выделенной области, удалилось. Эти части не удаляются полностью. Если в будущем мне будет необходимо, то я могу раздвинуть границы этого клипа. Следующая команда, о которой я хочу сказать, называется Detect Silence, и она позволяет удалить все области тишины, которые у нас есть на треке. К примеру, в этом треке я вижу, что у меня в начале тишина, в середине большой кусок тишины и в конце. Чтобы их быстро удалить, я выделяю этот трек, захожу в меню Audio, Advanced и нажимаю Detect Silence. Появляется окно, в котором можно производить настройки. Принцип работы этой функции очень похож на принцип работы устройства Gate. Мы выставляем некий порог, и все, что находится тише этого порога, то есть между этими красными линиями, воспринимается как тишина и, соответственно, удаляется. То, что выделено синим, остается. Здесь есть еще настройки, которые работают по сути как атака и релиз у устройства Gate. Уменьшая эти параметры, мы можем обнаружить более маленькие кусочки тишины. Например, мы видим, что теперь вот эти области небольшие тоже воспринимаются как тишина, и аудио будет нарезано на более мелкие фрагменты. Нажимаем Process, и тишина удалилась. Третья команда, о которой пойдет речь, называется Events to Part. Она позволяет нам создать некий контейнер, который объединяет несколько аудиофайлов, и мы можем перемещать их по проекту все вместе. Например, у меня есть звук бочки. Сейчас я сделаю некий ритм. И, к примеру, я хочу, чтобы этот ритм повторялся на протяжении всего трека. Для этого я выделяю все эти сэмплы, нажимаю правой кнопкой и нажимаю Events to Part. Теперь все эти звуки объединены, и чтобы их сдублировать, я могу потянуть за вот этот ползунок, и Cubase сделает столько копий, сколько мне нужно. Чтобы обратно разъединить эти сэмплы, я их выбираю, нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю Dissolve Part. Теперь каждый сэмпл у нас сам по себе. Следующая команда, которой я довольно часто пользуюсь, называется Select All on Tracks. Пишется это вот так,
И у меня на нее назначено сочетание клавиш Command-Shift-A. Она позволяет нам выбрать все клипы на данном треке. То есть, если команда Command или Ctrl-A позволяет выбрать все клипы в проекте, то команда Select All on Tracks позволяет выбрать только те клипы, которые находятся на выбранном треке. Пятая команда, про которую хочу сказать, тоже наверняка пользуется большой популярностью. Это команда Reverse, и она позволяет развернуть аудиотрек. Она находится в меню Processes, Reverse. И изначально в Cubase на нее не назначены горячие клавиши. Но так как я ей пользуюсь довольно часто, я назначил сочетание клавиш Command-R. Другая очень полезная команда называется Render in Place. Она позволяет нам перевести MIDI в аудио или отрендерить аудиотрек на основе одного или нескольких аудиотреков. Например, у меня есть звук синтезатора. И чтобы перевести его в аудио, нажимаем правой кнопкой мыши. И здесь есть меню Render in Place. Можно зайти в настройки, либо применить рендер с настройками, которые были сделаны последний раз. Если вы не часто меняете эти настройки, то можно назначить горячую клавишу прямо на эту команду, но для себя я решил, что мне удобнее каждый раз заглядывать, какие у меня стоят настройки. Я не буду сейчас проходиться по всем этим параметрам. Если вам интересно, то пишите в комментариях, я могу сделать отдельное видео обо всех параметрах Render in Place. Нажимаем Render. И этот MIDI-клип перевелся в аудио. Седьмая команда, на которую, на мой взгляд, стоит назначить сочетание клавиш, это команда Add Cycle Marker. Если у нас есть маркер-трек, то эта команда находится вот здесь. И если мы выбираем какой-то регион, нажимаем на эту кнопку, то у нас появляется не просто маркер, а маркер, который имеет начало и конец. С помощью него можно выделять различные области в песне, например, куплет, припев, интро и так далее. Кроме того, если выбрать Arrange Tool и щелкнуть 2 раза внутри Cycle маркера, то Cubase выделяет все, что находится внутри этого маркера, на всех дорожках. То есть, если мы хотим перенести какую-то часть песни, например, это у нас припев, и у нас много дорожек, то выбираем Range Tool, кликаем по Cycle маркеру 2 раза, и с зажатой клавишей Alt переносим в другое место проекта. Кроме того, если у вас есть несколько Cycle маркеров, то в меню Audio Export, Audio Mixdown, мы можем поставить на экспорт не только то, что находится между локаторами, как обычно, а можно вывести каждый Cycle маркер отдельно. И кроме того, для них можно делать отдельные нейминг-схемы. И последняя функция, о которой я хочу рассказать, будет особенно полезна тем, кто работает с видео. Она находится в меню Transport. Называется Use Video Follows Edit Mode. Если эта функция не включена, то, двигая какой-либо аудио или MIDI файл, мы не видим, что происходит с видео в данный момент. Посмотреть, что находится в видео, мы можем только пролистывая курсор. Если включить эту функцию, то теперь, когда я двигаю аудиофайл, я вижу все, что происходит в видео в том месте, где находится мой аудиофайл. И сейчас, если я переведу рулетку в режим тайм-код, сетка у меня установлена на 1 кадр и включено прилипание к сетке, я могу с точностью до кадра поставить аудиофайл в то место, где мне нужно. Но что делать в том случае, если у нас есть звук по типу свуша, и я хочу, чтобы вот этот пик его нарастания попадал на определенное место. Например, когда отодвигается зеленый экран и появляется фотография. Для этого я кликаю на аудиофайл 2 раза, и здесь двигаю ползунок, который называется Snap Point. Я его перемещаю туда, где у меня находится как раз пик этого свуша, примерно здесь. И теперь, когда я двигаю этот аудиофайл,
то на видео я вижу именно то, что происходит в том месте, куда я поставил ползунок SnapPoint. Соответственно, если я передвину этот файл в то место, где у меня открывается фотография, то он будет именно там, где я этого хочу. Таким образом можно очень точно подставлять звук под видео и делать это довольно быстро. На этом у меня все, но в качестве бонуса хочу напомнить о том, что в Cubase изначально нет горячих клавиш на экспорт аудио и экспорт видео, и на мой взгляд их тоже стоит назначить, чтобы немного ускорить свою работу. Если вы знаете еще какие-то команды, на которые стоит назначить горячие клавиши, пишите о них в комментариях. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и всем пока!